Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой стильный, эффектный джемпер с цельновязанными рукавами, свободного кроя. И несмотря на такую экзотическую внешность нашей девушки, джемпер реально стоящий, эффектный узор. Очень легко вяжется узор, подойдет на любую фигуру, и на худеньких будет шикарно смотреться, и на полненьких. Тем более у него, вот знаете, такая выкройка. Далее смотрите мастер-класс, я покажу вам выкройку, но это реально идеальная модель на лето, понимаете? И вяжется так еще просто и легко. Для начинающих можно даже рекомендовать, если вы уже имеете навык вязания ажурных узоров, девочки, потому что выкройка, ну, реально просто элементарнейшая. Так, и к тому же здесь можно сгенерировать так много размеров, вплоть там до 60-го, 62-го, девочки. Реально я вам сейчас расскажу фишку в чем. Смотрите до конца. Давайте сейчас я буду подробнейшим образом. Мы вначале посмотрим последовательно пряжу. Да? Я покажу вам пряжу, выбор спиц у нас произойдет. Затем я покажу вам выкройку, схему узора, над которой я вчера билась, потому что у меня почему-то не получалось по их схеме. Я ее нарисовала сама. Да? Затем я вам, значит, покажу описание, которое я уже составила, до 54 размера составила, но там очень легко все сделать под другие размеры. Я вам расскажу реально простые арифметические плюсы. Да? Так, и свяжем образец, определяя на ваших глазах плотность, и мы с вами вот этот полный разбор попетельный производим. То есть я составляю на ваших глазах эту инструкцию, рассказываю, откуда что берется. Итак, давайте, девочки, начинаем. Всем, кому интересна данная модель, данный мой видеоурок, остаемся на канале, смотрим. Выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого джемпера ажурного я подобрала пряжу Yarn Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет 76, такой нежный. Цвет бирюзы, очень нежный, такой свеженький, красивый, необычный изумруд. Я не знаю. Но изумруд он темнее, а это вот прям бирюза. Как видите, у меня здесь 3 раппорта в высоту связаны, девочки. И получается 3 раппорта в ширину. Спицы используем 3,5. И вот так выглядит наш с вами узор. Хотела сказать про пряжу. Очень хорошие скруточки, вязать одно удовольствие. Я очень люблю эту пряжу и часто ее рекомендую в своих вот мастер-классах. Выбираю именно ее, поскольку не оптимальная толщина, она дешево стоит, да, довольно бюджетная, очень большая палитра цветов на выбор, на любой вкус, и в то же время качество очень неплохое, высокое качество, я считаю. После стирки хорошо себя ведет. Вот именно то, что в ней есть содержание акрила, повышает износоустойчивость полотна, предохраняет его от чрезмерного вытягивания. И вот эти все байки про то, что летом плохо акрил, содержание хлопка большего состава, чем акрил, не будет этому способствовать. Вы будете себя прекрасно чувствовать на жаре. Я просто на себе знаю, что это очень приятно к телу, и даже в жару
Это материал очень хороший. Просто по себе и своей практике говорю. Может быть, у кого-то был негативный опыт, не знаю. У меня такого опыта не было. Поэтому я люблю эту пряжу. Схема узора у нас выглядит вот таким образом, девочки. 14 петель у нас раппорт узора выделен красным, да, и вот эти для симметрии петли справа и слева. Но я вам честно скажу, почему-то вязать на третьем ряду у меня получалось постоянно путаница. Я раз 5 заново пыталась, и, в общем, мне это все надоело, вся эта путаница. И я нарисовала свою схему, которую я вам сейчас и показываю. И именно по ней я и вязала. Может быть, кому-то не понравится качество. Ой, это слишком, да? Делайте скрин, девочки, и именно по этой схеме у нас получается тот самый узор, который на девушке, модели. Именно тот самый узор. Ничем не отличающийся, но это правильная схема. А то, что я вам сейчас перед этим показала, может быть, кто-то разберется. Я же без перевода, да, как бы все это дело визуально оценивала. Может быть, кто-то владеет языком и сможет это все дело перевести там с условными обозначениями. Так, а у нас здесь условное обозначение очень обыденное. Вертикальная черточка – это лицевая петля, горизонтальная – это изнаночная петля. Вот эти треугольнички – это прямоугольные, вот с этим наклоном – это 2 вместе лицевой с наклоном влево, а вот это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Равнобедренный треугольничек – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Кружочек – это накид, ну и больше здесь нет других никаких фишек. Так, у нас 12 рядов в высоту данный узор. И именно так вот, как у нас здесь располагается на схеме, мы будем и вязать. По центру мы вставляем нужное количество раппортов, а начало вязания мы будем и конец вязания формировать именно так, вот 7 петель в начале, 7 петель в конце. Я об этом подробно буду говорить в конце видео, когда мы будем с вами расчеты делать, девочки. Обращаю ваше внимание. Так, с этим все понятно. Давайте посмотрим теперь выкройку, которую я вам тоже обещала. Выкройка, как я говорила, элементарная, да, увеличиваю вам ее. Это я слишком. Итак, выкройка, смотрите, все цельновязанное, вся деталь переда и спинки, они одинаковые, отличаются вырезом горловины. У переда более глубокий вырез, да. Вот эти вот мерочки 47, 53,5, 60, именно их мы будем сегодня с вами использовать, девочки, в наших расчетах. Первый размерчик это 42-44, второй размерчик это 53,5 сантиметров. Это будет у нас 46-48, и вот эта мерочка 60 сантиметров, я ее расценила на 50-54 размер. Далее, смотрите, можно смело брать 56, 60 размер, вот эта мерочка 66,5 пойдет, это свободный крой, понимаете, он должен свободно сидеть, да, и здесь добавляется один раппорт 13 петель, вот об этой фишке я и хотела вам сказать. То есть все вот эти мерочки у нас попетельно отличаются друг от друга на 13 петель всего, то есть 47, я вам потом расскажу, сколько это петель, это значит следующий размер добавляем 13 петель, то есть один раппортик. Следующий размер добавляем 13 петель. Да? Опять следующий размер добавляем 13 петель. Вот такая фишка, девочки. То есть вы можете добавлять нужное количество раппортов на любой размер. Вплоть там до 70-го можно. Видите, вот стоит мерчик 79,5 сантиметров. Прикиньте, какой размер. Я даже не буду сейчас думать об этом, но это что-то за 60 глубоко идет, да? Так, ну тут все размеры действительные, и по ним я реально буду сегодня вам составлять описание на русском, естественно, языке. Так, вот это вот мерочки, это высота общее изделия, да, именно по ним я буду составлять. Это длина нашего рукава цельновязанная, столько петель мы будем добирать. Что такое добрать, если кто не понимает, да, добрать петли, это значит, как вы набираете петли, да, точно так же вы берете спицы и добираете с одного края и с другого края.
петельки. Там по 39 петель мы будем добирать. То есть 3 раппорта вы включаете в узор. 3 раппорта еще дополнительно. Да? То есть по узору 3 раппорта у вас добавляются на один рукав и на второй 3 раппорта добавляются. Но об этом более подробно, значит, будет в конце видео я рассказывать буду. И давайте описание, которое всегда я выкладываю под видео для вашего удобства. Ой, размер я здесь не исправила. Сейчас, секундочку. Реальный, значит, размеры я исправила. 42-44, как я и говорил, 46-48. И третий размерчик у нас будет, третья мерочка, это 50-54. И вот такое вот описание. Общий расход пряжи у нас будет 400-600 грамм, ну, в зависимости от размера, да. И, в общем, про пряжу, про спицы я вам уже говорила. Спицы 3,5 у нас, и пряжу вы видели в самом начале мастер-класса. Вот эти петельки я объясняю, из чего они складываются, как узоры расположить, сколько раппортов, все в конце видео, посмотрите внимательно. А так здесь все, в принципе, последовательно излагается, где мы что добираем, где мы что... какие действия совершаем друг за друга, последовательная инструкция полностью составлена. Я даже ее читать не буду. Сколько на вырез горловины у нас приходится, да. Все здесь есть. Так, вот это лишнее. Сразу это от старого. Так, ну и все. Обвязываем вырез горловин на круговых спицах. 4 ряда платочной вязочкой. В принципе, то же самое я предлагаю вам 4 ряда платочной вязки сделать у моделечки в начале самой. Набрали петельки, да, связали 4 ряда платочной вязки, перешли на ажурный узор, да, ну и все. Давайте теперь приступим к вязанию образца, не будем тратить время. Так, у нас есть вот такая схема из журнала, по которой я несколько раз пыталась вязать и поняла, что все, что здесь нарисовано, вне понимания моего, и я нарисовала свою схему. Это то же самое, но мне здесь все понятно и доступно. Итак, раппорт узора 12 рядов и 13 петель в ширину. Для симметрии мы добавляем 7 петелечек. Значит, половина раппорта справа и половина 7 петелечек слева. Так, всего для образца я набирала, значит, 42 петли. Значит, у меня получается, смотрите, 2 раппорта в центре будет по 13 петель и с двух сторон, значит, 14 петель, 7 и 7, плюс 2 кромочные, 42 петли. Вы можете связать по центру всего лишь один раппорт. То, что я вам сейчас рассказала, вот 2 раппорта я уже связала в высоту. Вот так это смотрится. Если вы считаете, что это слишком большой образец, ну, можете поуже сделать, да, то есть в центре сделать один раппорт на 13 петельках. Итак, давайте с вами будем сейчас вязать порядно этот красивый, интересный узор. Я начинаю с первого ряда. Кромочную снимаем, 2 изнаночные. Раз, два. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Я бабушкины петельки вяжу, поэтому я петельки вот так меняю. Вы вяжите, девочки, как привыкли этот элемент. Затем 3 лицевые. Раз, два, 3. Накид. Это были 7 петель перед раппортом. Теперь вяжем раппорт. Еще один накид. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, раз, два, 3, накид. Связали раппорт 1, следом вяжем второй раппорт, точно так же начинаем. Еще один накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, раз, два, 3, накид. Связали второй раппорт и за раппортом 7 петель
Для симметрии вяжем накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. Второй, 4, 6, 8, 12 ряды, 10, то есть все четные ряды вяжем, как смотрят петли, накиды, провязываем изнаночные. Сейчас покажу, как связать двойной накид, как вяжу двойной накид я. То есть вот у меня второй ряд, я для примера показываю. Вот я сейчас довяжу до этого двойного накида, вот он у меня, видите, спустился. И смотрите, вяжем первый накид изнаночный, второй лицевой. Без разницы, да, то есть как вам удобнее. Ну и далее продолжаем вязать, как смотрят петельки. Третий ряд у нас с вами. И вяжем 7 петель перед раппортом, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая. Затем вяжем раппорт на 13 петлях. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая. Связали один раппорт, второй самостоятельно. И за раппортом у нас с вами 7 петель для симметрии. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас с вами 7 петель перед раппортом, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые, связали. Теперь начинается раппорт на 13 петлях. 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые, связали. Второй раппорт вяжем самостоятельно. И 7 петель за раппортом для симметрии вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Отлично. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас с вами седьмой ряд. 7 петель вяжем перед раппортом. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее вяжем раппорт на 13 петлях. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные по центру, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. Связали раппорт узора, повторяем раппорт. И за раппортом у нас 7 петель вяжем. Для симметрии 3 лицевые первые идут, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Все. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд вяжем 7 петель перед раппортом. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, связали. Теперь вяжем раппорт на 13 петельках. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру 1 изнаночная,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Связали раппорт, повторяем точно такой же раппорт. За раппортом вяжем 7 петель. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево делаем. Изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Отлично. Теперь 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд у нас с вами. Так, и вяжем 7 петель перед раппортом. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем раппорт на 13 петлях. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем второй раппорт, который я покажу, потому что я вам не рассказала, как я 3 вместе вяжу, да? Как-то вот на автомате связала. Значит, вяжем второй раппорт. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли я вяжу следующим образом. Первой, второй петельки меняю местами. Первая у меня за работой, вторая поверх нее накидывается. И все 3 вместе вяжу одной лицевой петлей. Делаем накид. И далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали второй раппорт. И за раппортом 7 петель для симметрии. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. Все. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Я его не буду вязать. Будем делать сейчас влажную тепловую обработку образца. Вам я советую, девочки, если вы тоже будете сейчас со мной вместе в плотности измерять, связать еще хотя бы 1 раппорт. Потренироваться самостоятельно, чтобы получить навык вязания данного узора. Почувствовать, подходит он вам или нет. Так, и у нас с вами влажная тепловая обработка горячим паром. Вот так я обдаю наш образец и растягиваю его в разные стороны. Очень плохо себя ведет сегодня утюг. Так, краешки, на края тоже надо обратить внимание, потому что кромочная у нас участвует в расчете. Выпрямляем края обязательно. Так, все, наверное, достаточно. Влажный, расправленный, отличный образец. Даем ему сохнуть время. Наше полотно высохло. И давайте померяем его ширину и длину. Итак, значит, прикладываем линейку. С учетом кромочных будем, соответственно, измерять. Здесь у нас изнаночные. Их надо тоже учитывать, девочки. 21 сантиметр у меня получилось. Полотно. 42 петли мы набирали. Ой, ну тут 2, по-моему, ровно. 42 поделить на 21. 2 ровно. Запишем, что по горизонтали в 1 сантиметре у нас плотность получилась 2 петли. Вот. Теперь давайте с вами вертикальную плотность померяем. Измеряем высоту нашего образца. Ну, последний ряд я вот, видите, не вязала, но я вот сейчас вместе со спицей, как бы он у меня связан, да, 15 сантиметров у меня получилось, и 3 раппорта. Здесь 36, получается, рядов. 36 поделим на 15 сантиметров и получим 2,4.
Запишем в 1 сантиметре 2,4 ряда. Так, вот эти сейчас циферки будем ставить сами в выкройку и составлять индивидуальное описание. Итак, у нас с вами вот такая простая выкройка, очень простая. Цельновязанные рукавчики у нас и свободный крой. Будем сегодня составлять сами описание на много размеров, 54 включительно. Смотрите, я 56, даже 60 вам расскажу, да, как тут вступить. Смотрите, значит, набираем с вами, значит, 42-44 у меня получилось 94 петли, 46-48 107 петель и 50-54 размер 120 петель. И из чего это все складывалось? Здесь стоят мерочки, смотрите. 47 сантиметров ширина спинки и переда, они одинаково вяжутся, отличаются только глубиной выреза горловины, да? То есть 47, у нас первый размер 42-44 ширина, затем 46-48 53,5 ширина и 50-54 60 сантиметров, очень свободный такой крой, цельновязанный. Так, и количество петель — это наша ширина, умноженная на 2. Почему на 2? Потому что это наша плотность, которую мы с вами сегодня считали. В 1 сантиметре 2 петли. Плотность по горизонтали. Так, и смотрите, что получается. 47 умножить на 2 будет 94. 53,5 умножить на 2 будет 107. И 60 умножить на 2 будет 120 петель. Теперь давайте я расскажу, как расположить наши узоры. Да? Значит так, у нас с вами 13 петель раппорт узора, причем располагаем узоры таким образом, что один раппорт у нас делится пополам, да, то есть вот тут, вот видите, 7 в первой части, в крайне правой, и 7 крайне левая будет. А в середине будет нужное количество раппортов вязаться подряд, как мы с вами это делали на образце, понимаете, да? Так, то есть заканчивать и начинать ряд мы будем именно вот по данной схеме, руководствуясь. 13 петель у нас ширина раппорта. Первый размер 94 петли. Объясняю, с чего складываются эти 94 петли. 94 делим на 13. Это 7 целых раппортов. Видите? 7. 7 умножить на 13, это 91 петля. Одна петля идет для симметрии и 2 кромочные. Получается, вот эти наши 94 петли. Тоже касается других размеров. Предположим, 107 это на 46-48 размер. Делим также на 13 число петель в раппорте. Получаем 8 раппортов. Да? 8 умножить на 13 это 104 петли. Плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. Вот наши 107 петель. Да? Все понятно. Ну а далее к 107 да мы добавляем еще один раппорт 13. Вот наши 120 петель получается на 50-54 размер. Получается количество петель. Да? Теперь как располагаем эти раппорты? Если кто не понял, девочки, я объясняю. Вот первый размер 7 раппортов. То есть, еще раз я схематично рисую. Представьте, что это ваш наборный ряд. Да? У нас должно использоваться 7 раппортов. Смотрите, что я делаю. 7-й раппорт у нас делится пополам. 7 петель справа, 7 петель слева. И по центру располагаем 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Каждый раппорт по 13 петель. И кромочная. Справа 1. Кромочная слева 1. Вот так получается. Смотрите, видите? Итак, следующий размерчик, когда у нас было 8 раппортов на 46-48, также мы располагаем один раппорт делим пополам, крайне правый, крайне левый получается, а в центре будет 7 раппортов. Ну и на третий размер то же самое, там у нас 9 раппортов, мы, значит, делим 8 по центру и 9 пополам. Крайне правый, крайне левый. Все, мои хорошие. Вот это так располагается у нас с вами узоры. Это легко понять. Согласны, да? Далее, смотрите, цельновязанный рукав
вяжем на высоту, вот таким образом, как я вам сказала, наш ажурный узор, на высоту. Здесь вот стоят мерочки 36, 37, 38 сантиметров, в зависимости от размера. Все эти мерочки надо перевести в ряды, девочки, обязательно. То есть 36 сантиметров это высота. Мы умножаем на нашу плотность по вертикали. Вот я ее вам определяла. В 1 сантиметре 2,4 ряда. 36 умножить на 2,4. 36 на 2,4. Получаем 86 рядов. И так с другими размерами. Так, и вот общая высота изделия у нас по размерам получилась. Значит, на самый маленький размер 58, на побольше размер 60 и на самый большой размер 50-54, 62 сантиметра. Эту длину вы можете отрегулировать для себя лично, вот конкретно в этой мерке, да. Поменьше сделать или побольше, если хотите, чтобы это была туника, да, подлиннее. То есть вот здесь, от низа до рукава. После того, как вы свяжете вот до этой высоты, которую мы с вами сейчас рассказала я, необходимо будет добрать 39 петель справа и 39 петель слева на все размеры, это рукава. И включить эти раппорты в узор. Смотрите, 39 это 3 раппорта по 13 петель. Согласны? Согласны. То есть вы плавненько просто включаете в узор эти 39 петель. По узору, согласно узору вяжете. Затем на вырез горловины у нас будет формироваться у спинки вот от этого начала, где вы формировали боковую часть рукава, у вас 14 сантиметров еще вяжется. Также переводим в ряды, девочки, 14 сантиметров умножить на плотность 2,4, это будет 34 ряда, да? 34 ряда. Через 34 рядов начинаем формировать вырез горловины спинки. Я сейчас про спинку рассказываю. Так, для этого мы с вами вяжем первые 67 петель. Ну вот я уже посчитала, да? То есть 67, 74, 80 это на разные наши 3 размера, да? То есть на каждый размер соответствующее число петель провязывайте. И надо закрыть сразу средние петли. То есть здесь начинаем вязать каждую половинку раздельно, да? То есть вначале первую часть свяжем, потом вторую. Но связав 67 петель, вот я показываю, вы закрываете по центру. В средней 38 на первый размер, 37, объясняю почему, на 37, потому что нечетное число, должно быть тоже здесь нечетное, иначе по рукавам не получится количество нужной петель распределить, да? И для 50-54 тоже 38 петель. Закрывайте их, это наш вырез горловины. И далее продолжайте вязать еще. Также у вас остается на спицах 67, 74, 80 петель, да? И вы продолжаете вязать эту половину, получается левую, да? Ну, от меня, если смотреть вот так. Вот. Затем закрываете петли на высоте, которая вам нужна. Вот она указана, видите? 58, 60, 62, как я вам сказала. Также переведите эти величины в ряды, да, то есть 58 сантиметров умножить на плотность 2,4, это будет 140 рядов, девочки, 140 рядов и так далее. Там 60 тоже на 24, на 2,4 будет там 142 ряда и так далее, да, то есть вот так это все рассматривается, то есть довязывайте до этой высоты и закрываете петли вот этих рукавов, плеч, они тут все вместе, да, объединены. Все. Вторая часть, то есть перед у нас вяжется идентично абсолютно, и начало, все, вырез горловины наступает не через 34 ряда от боковой линии рукава, а через 9,5, также переводите в ряды. Все это описание будет под видео выложено, там все последовательно изложено, да, то есть полная инструкция составлена. Смотрите, девочки, под видео весь этот расчет есть. Я просто вам решила еще вот так устно рассказать, откуда что взялось, да, понятно? Откуда что взялось. То есть, когда вы, например, прибавляли 39 петель с одной стороны рукав и с другой стороны рукав,
И плюс то, что у вас было, у вас на спицах, вот я написала первый размер, 94 плюс 39 плюс 39, вот уже было 172 петли, на второй размер 185 петель, на третий 198 петель, да, то есть это все тоже будет в описании. Очень простая выкройка, я не думаю, что она вызовет у вас какие-то сложности, как сшить изделие, да, то есть как сборка изделия, как обвязать вырез горловины. У меня есть отдельное видео, я его постараюсь опубликовать в ближайшее время и ссылочку оставить под видео, как это делаю я. Вот, еще я хотела бы подчеркнуть, что я не очень люблю круговое вязание. Знаете почему? У меня был такой, не очень приятный опыт, когда я вязала и скашивался узор. Вот знаете, вот он уже идет и скашивается, да, как бы вот в готовом изделии не очень красиво это смотрится. На маленьком размере это, наверное, не очень заметно, а вот чем больше размер, тем эта перекошенность вязания присутствует. Поэтому и меня еще в советской школе учила моя педагог по вязанию. Говорила, что швы в вязаном изделии – это гарант того, что оно не вытянется. Да? То есть она мне наоборот даже говорила, делай плечи, соединяй, чтобы они сидели, чтобы они были туго сшиты, да? Чтобы плечо сидело, чтобы оно было конкретно на твою фигуру и после стирки не вытянулось там никуда-то, не деформировалось, понимаете? И по боку тоже самое говорила мне моя педагог, что надо делать швы. Швы, они держат вот это наше вязаное полотно и не дают ему не перекашиваться. То есть это скелет, да? У нас везде должен быть скелет, стержень, основа. Вот эти швы в вязаном полотне это та самая основа, которая его держит. Это скелет. Это мое личное мнение. Кто-то любит круговое вязание. А я вот как-то вот, как меня научила моя педагог, я с ней полностью согласна. И, в общем-то, и вам вот передаю то, что свое личное мнение. Итак, мои хорошие, я надеюсь, что все было доступно, понятно в моих объяснениях. Желаю вам удачи и до новых встреч!